Как вы думаете, может ли выжить человек, оказавшийся на большой высоте вне кабины или салона авиалайнера? В советской комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» одному из героев мафиози Розарио Оагро это удалось, да еще и без особого ущерба для здоровья. В реальной жизни шансов уцелеть маловато, но это не значит, что их нет вовсе. История командира воздушного судна БАК-1-11 Тимоти Ланкастера, которого буквально высосало из кабины в небе над Британией, именно такой редкий случай. Инцидент с воздушным судном БАК-1-11 авиакомпании British Airways произошел в небе над городом Диткотом воскресным днем 10 июня 1990 года. В этот день стояла прекрасная погода, видимость составляла 10 километров, температура воздуха была плюс 15 градусов, а с севера дул небольшой ветер. Рейс BA5390, следовавший из Бирмингема в Малагу, вылетел строго по расписанию в 8:20 утра с 6 членами экипажа и 81 пассажиром на борту. Ничего особенного из себя полет в такую погоду не представлял, и пилоты, во главе с командиром экипажа Тимоти Ланкастером, просто приготовились к очередной рутине. В 8:33 лайнер занял эшелон 5273 метра и пролетал над Оксфордширом. Все проходило как обычно, и пилоты расстегнули плечевые ремни безопасности, чтобы немного расслабиться. Капитан воздушного судна Ланкастера ослабил и поясной ремень, чего ему, как оказалось, делать не следовало. Неожиданно в салоне раздался громкий хлопок, и левое ветровое стекло кабины, расположенное как раз напротив кресла командира, вылетело, и пилота мгновенно высосало с его места словно пылесосом и выбросило в проем. Реконструкция происшествия: Ланкастера прижала спиной к фюзеляжу снаружи самолета, а его ноги чудом застряли между штурвалом и приборной доской. Тут же раздался второй хлопок, разница давлений вырвала дверь кабины пилотов, которая с размаху ударила по панели рации, лишив экипаж связи с землей. Но всем было не до этого. Тимоти Ланкастер на 2/3 находился за пределами кабины, на высоте более 5 километров, и никто не знал, жив он или нет. Ближе всего к командиру оказался бортпроводник Найджел Огден, который во время разгерметизации находился в кабине. Он стремительно кинулся к Тимоти и крепко схватил его за ремень брюк. Позже парень рассказал журналистам, что очень испугался, но у него не было времени подумать, и он начал действовать почти автоматически. Я услышал шум и, обернувшись, увидел, что переднее стекло исчезло, а Тим выскальзывал сквозь проем. Его высосало так, что я мог видеть только его ноги. Специалист прокуратуры изучает крепление стекла лайнера. Когда все было позади, и следователи начали изучать обстоятельства аварии, то оказалось, что злополучное стекло было установлено в кабине всего за 27 часов до происшествия. Стекло удерживалось 90 болтами, 84 из которых были меньшего, чем положено, диаметра. Но даже 6 болтов могли бы удержать элемент кабины, если бы были правильно подобраны. По длине. Да, единственные соответствующие диаметру изделия оказались короче, чем нужно, и держались на 2-3 витках резьбы. Почему так получилось? Все просто: из-за нехватки специалистов в ночную смену, менеджер техслужбы решил самостоятельно провести замену стекла. Он выбрал на складе не те болты, а специальный электроинструмент, и вовсе поленился тащить к лайнеру. Он установил крепление вручную, даже не проверив качество работы давления. Можно сказать, что причиной ЧП целиком и полностью стал человеческий фактор. Разгерметизированный самолет с висящим за окном командиром экипажа начал стремительно терять высоту, и среди пассажиров началась паника. Источник статьи — журнал «Новости в фотографиях», у которого все копируют контент, Big Picture. Рука. Оказалось, зацепившись ногой за штурвал, Ланкастер выключил автопилот. Стюардесса Сьюзен Гиббинс как могла успокоила людей в салоне, а пилоты тем временем взяли себя в руки, выровняли лайнер и восстановили связь. Пилот Атчинсон взял управление на себя и начал снижать машину, готовясь сесть на один из предложенных диспетчерами аэродром, Лондон или Саутгемптон. Тимоти Ланкастер Атчинсон просил посадку в Лондоне, в аэропорту Гатвик, но его направили в аэропорт Саутгемптона, со взлетно-посадочными полосами которого пилот не был знаком. Пока самолет разворачивался и шел к аэропорту, бортпроводник Огден отчаянно боролся за жизнь Ланкастера, который сантиметр за сантиметром продолжал выскальзывать наружу. Найджел Огден рассказывал: «Я схватил Тима за ноги, но меня и самого чуть было не высосало из кабины, за ремень меня втянул обратно бортпроводник Джон. Все продолжало вырывать и высасывать из кабины. Кислородный баллон, который был надежно закреплен, чуть было не снес мне голову. Я уже не мог держать Тима, и наш коллега обвязал его лодыжку и закрепил ее за креслом. Кто-то из присутствующих сказал: нам придется отпустить его, но я ответил, что никогда этого не сделаю, представляя, что мне еще придется смотреть в глаза членам его семьи. К счастью, отважному бортпроводнику удалось удержать пилота. Посадка прошла, если можно так сказать, без происшествий. Даже высадку пассажиров произвели в штатном режиме, по обычному трапу.
Всех, кто выходил из самолета, тут же направляли в здание аэропорта к психологам. С момента аварии до приземления прошло 22 минуты, и надежды на то, что командир экипажа жив, почти не было. Ланкастера втащили в кабину и начали проводить реанимационные мероприятия. К удивлению коллег и спасателей, пилот был жив, хотя и находился в бессознательном состоянии. Это было невероятно, так как все 22 минуты он находился за бортом лайнера, летящего со скоростью 600 км в час, при температуре 17 градусов. Эксперт осматривает окно, из которого вытянуло Ланкастера. Сверху видны следы крови. Пилота Ланкастера вынесли по трапу на носилках и отправили в больницу, где врачи определили тяжесть состояния пациента. Как оказалось, капитан отделался невероятно легко, у него была сломана правая рука, левое запястье и палец на левой руке. Помимо этого он основательно разбил нос и заработал несколько обморожений. Спаситель Ланкастера, бортпроводник Огден, обморозил лицо и вывихнул плечо, а у пилотов Хьюарда и Роджерса медики нашли несколько синяков и ссадин, полученных от ударов летящими предметами. Можно сказать, что история завершилась хэппи-эндом, но она серьезно повлияла на участников событий. Тимоти Ланкастер, пройдя 6-месячный курс реабилитации, вернулся к полетам, но уже не в пассажирской авиации. Бортпроводник Огден получил настолько серьезный стресс, что оставил работу и выбрал себе наземную профессию. Пилот Атчинсон еще долго поднимал в небо лайнеры и вышел на пенсию в 2015 году. Его и бортпроводницу Гиббинс наградили почетным знаком Queen's Commendation for Valuable Service in the Air. Тимоти Ланкастер и бортпроводники Саймон Роджерс и Найджел Огден справа, в больнице. Что касается менеджера, по вине которого едва не погибли люди, то о его судьбе неизвестно ничего. Начальник службы техобслуживания аэропорта Бирмингема даже попытался оправдать его поступок, заявив прессе, что другого выхода, чтобы не сорвать рейс, он не видел. После аварии со стеклом в британских аэропортах усилили контроль за техническим обслуживанием самолетов, чтобы ситуация больше никогда не повторилась. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.